Юра, расскажи, ты вчера попросился, чтобы мы тебя разобрали. Расскажи о своей жалобе. Есть жалоба такая очень специфическая. Я езжу на горных лыжах, и вот последний раз, когда ездил, заметил такую штуку, что просто карвить нормально получается, с поворота в поворот заходить. Но если я еду на прямых лыжах, ну то есть приседаю, еду на прямых лыжах быстро, ноги теряют стабильность, и лыжи начинают ходить в разные стороны. То есть ты когда едешь на прямых лыжах долгое время, да? Ну да, практически сразу это появляется. Если я становлюсь на прямые лыжи, там несколько секунд, и все, выключается. Когда ноги согнул. Угу. Хорошо. А ты говоришь, вот когда ты в повороты заходишь, такого нет? Да, такого нет, то есть контроль есть, но есть дискомфорт в коленях иногда, в связке. Ага. Ну, такое ощущение, что связка. Ага. Мы сейчас Юрия потестируем стоя, и он воспроизведет настолько... Здесь погрешность в том, что, конечно, мы не учитываем позицию голеностопных суставов, а не и позицию колен, не позицию компрессии на стопах. Ну, тогда мы сейчас посмотрим, что будет с его нервной системой, когда он нагрузит коленные суставы. Саша, потестируй, пожалуйста. Покажи, какие мышцы не работают. Так, вот вроде нормально. Ага. О, то есть он падает. Отлично. Вот, Ага. идет, ну, может быть, где-то здесь, да? Скажи, а ты если надавил на колено, а руку сместишь сюда, Да. может быть, это проблема в самом коленоставе? Он держится, то есть все равно падает, да? Меньше. Но он, то есть давление на коленный сустав с латеральной поверхности на левой создает нестабильность. Тогда давай посмотрим, что будет, если он присядет, и ты его подтолкаешь. Вот. И он упал сильнее. Согласен, Юр? Еще раз. Да. Да. Тогда ответьте на вопрос, уважаемые знатоки. Но знатоки, которые уже прошли более чем один семинар. Почему его не заворачивает на поворотах? Он когда присел, он стал нестабильнее. Вы видели? Он, во-первых, падает в обе стороны, и он не падает, он заваливается. Прям, Юр, почувствовал, да? Вы видите? Это очевидно. Конечно, у нас есть таранная кость и связки. Там много вариантов компенсации. Тем более, если это не приоритетная дисфункция, то ему должно стать легче. Это версия, которую вы можете проверить. Та же ситуация, мы в позицию, он присел, мы толкнули, он падает. И Юра сейчас в позиции уже сидя, он нагрузит сначала там, ну, туда-сюда правый голеностоп, мы посмотрим, насколько он стабильный, и левый, и посмотрим, каким он больше компенсирует. Он падает, а теперь нагружаешь правый, туда-сюда, правый, ага. И он сильный, понятно? А теперь мы ждем, пока посмотрим, левый сможет его скомпенсировать. Снова присели, снова толкнули, раз, и теперь левым стабилизируем. Да, причем, да. Нет, а в другую сторону левым. Уже нет. Он правым компенсирует. Только одним. Да. А в левом может быть проблема. А он должен компенсировать двумя голеностопами. То есть это норма, таран и там одинаков, только правая и левая косточка. И левым он не компенсирует, а правым он компенсирует. Согласен? Совпадает? Так это ж надо было во время, когда он заходит в повороты, он нагружает компенсацию. Тогда вопрос, ребята, когда вы можете попадать в нестыковку по хронологии? И умные пациенты вам об этом скажут. Пациентка вам приходит и говорит: месяц назад я подвернул голеностоп, он прошел, но я весь посыпался. И вы такие довольные, считаете, что это таран, надо его полечить. Значит, что? А вы находите тотальную гипотонию и, придавливая рубец от аппендицита, который был там в 7 лет, включаете все тело. И это хронологически вообще не совпадает, а ему 30 лет. Тогда ситуация следующая. Он 7 лет находился в гипотонии, но за счет тарана у нас есть возможность компенсировать хорошо. Он себя неплохо чувствовал, он компенсировал. Ну, обувь там она стаптывалась, изнашивалась. Далее вы эту компенсацию выбросили за счет травмы голеностопа. И он не может ее, и он посыпался. Понятно? Есть такие ситуации, вы должны объяснить. Вот сейчас мы объяснили, почему так происходит. И дальше я понимаю, что, во-первых,
у него есть какая-то проблема в левом коленном суставе и, возможно, левым голеностопом, потому что он его не компенсирует. Если он может здоровыми суставами голеностопным компенсировать, он скомпенсирует и правым, и левым. Держи, пожалуйста. Дави вверх. Мышца гипотонична. Здесь неплохо. Дави вниз. Здесь работает. Дави вовнутрь. Наружу. К наружу. Ага. Дави. Сила. Нормально. Теперь. Да, а что будет с его другой ногой? Дави. Когда он подвигает голеностопно. Видно? И все. А что будет с руками? Подвигай. Да. Да, потому что сигнал большой. Мы нагрузили, да. Такое бывает. Да. Это говорит о том, что это большая проблема. У него хороший уровень здоровья. Если бы это мелочь была, он бы об этом не сказал. Его бы нервная система быстро скомпенсировала. Это большая проблема, поэтому он сыпется. Ему хватает, причем буквально немного, он посыпался, да? Это уже не говорит, что он там проехал 10 километров и в конце дня у него там нога устала. Он сразу сыпется. Одновременный стимул рук. Всегда, конечно, стимул всегда одновременно, первичный, вторичный. Да, то же самое. Независимо от типа рецептора. Давите. Сила. Мышцы. Давите. Сильные. Я нагружаю. Сильные. Давите. Сильные. Сильные. Давай стоя с упором на этот. Кайф? Да. Ага, да. А теперь в позиции сидя. Садимся. И теперь, смотри, ты его толкаешь, Юр, ты, если мы силу, мы тебе попросим, ну, давай, понагружаешь, то есть мы сейчас будем смотреть, если локально есть проблема в коленном суставе, мы ее тоже доуберем, чтобы запас прочности был на 300%. Согласен? То есть тест изначальный, а потом нагрузили этот. Поехали. Ага. Теперь, Юра, ну давай, хочешь этот, прям вот так вот покрути. Ну, то есть как бы смещая правую и левую даже этот. Угу. Да. Шансов нет.